Всем здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на мой канал, с вами Николай. И сегодня мы прогуляемся в очень красивом месте. Ботанический сад Соединенных Штатов Америки. Такое название, как вам? Это самый старейший ботанический сад США на всей территории Северной Европы, в Северной Америке в целом, который работает непрерывно, да, уже больше 200 лет. Расскажу вам немного его историю. Видео, именно прогулка, предоставлена мне моим замечательным другом, который живет в США и периодически нас балует. Я думаю, все вы уже его знаете. Исмаил, привет! Спасибо за это прекрасное видео. Посмотрим на растения. Там реально очень красивые есть композиции, очень крупные экземпляры, крупномеры, потрясающей красоты растения. Всем, кому интересно, оставайтесь со мной. За кадром будет мой голос. Как я уже сказал, видео снято моим другом Исмаилом. И начнем нашу экскурсию по этому прекрасному ботаническому саду. Поехали! Так, мы попадаем с вами на территорию Американского ботанического сада. Самый, как я уже сказал, старинный, да, публичный ботанический сад на территории Северной Америки. Встречает каждый год более 2 миллионов туристов этот ботанический сад. Представлено огромное количество растений, 65 тысяч примерно растений представлено здесь на выставках. Также здесь проходят различные семинары по сохранению, да, по изучению растений, об их культурном значении, экономическом, терапевтическом, экологическом, все что угодно, да. Здесь проходит абсолютно интереснейшее место, потрясающе красивое. Мы его обязательно сейчас внимательно рассмотрим. Посмотрите, какие шикарные растут алаказии, огромнейшие кусты. Посмотрите, какая роскошь в красивых керамических горшках. Это просто что-то потрясающее. Посмотрите, друзья, насколько это красиво. Очень красивая листва, переливается на солнце. Идеальные листья, по всей видимости, я не знаю, что такое паутинный клещ, да? Здесь представлено большое количество растений, как я уже сказал, есть медицинские растения, есть хищные растения, есть орхидеи, есть различные тропические растения, кактусы, также представлено большое количество суккулентов, да, вот и мы видим бромелевые возле этого небольшого такого фонтанчика, искусственного водоема. И все это было учреждено и основано более 200 лет тому назад по приказу Джорджа Вашингтона. Джордж Вашингтон, да, президент Соединенных Штатов Америки, он хотел устроить и создать такое место на территории столицы штата и Соединенных Штатов Америки в целом. Хотел иметь такое место. И вот, вы знаете, оно уже существует больше 200 лет. Посмотрите, какая роскошная куркума растет. И радует людей своей красотой. На самом деле место удивительной красоты. И обязаны мы им, смотрите, куркума, да, Alismatifolium Chiang Mai Pink. Такое у нее название своеобразное. Очень красивая куркума, бывает розовая, бывает белая. Различных цветов она может быть. И все, теперь, пожалуй, это был такой мини-ввод в историю данного места. И теперь мы просто посмотрим на растения. Да, понаблюдаем, какие-то я буду называть. Какие-то вы просто можете посмотреть, вот что это за роскошь. Кстати, большое спасибо моему другу. Кстати, вы можете читать некоторые названия, можете останавливать камеру, да, точнее видео останавливать и читать. Потому что многие растения очень экзотичны, не встречаются они на каждом углу. Да, и, конечно, сложно их знать. Посмотрите, какая тоже красота. Лиана, растущая вверх, и листья у нее становятся все больше и больше и больше. Большое количество красивых пальм. Потрясающий это стеклянный потолок, да, вот бы иметь такую комнату в квартире, представьте, комнату такого размера, можно заводить все, что хочешь. Огромные филодендроны, калатеи, все, что душе может быть желаемо, да, все можно завести. Посмотрите, какая тоже красота. Цветущее это растение. Да, как я хотел сказать, другу моему спасибо, многие растения он будет нам таблички с названиями показывать. Вот как и здесь, вы можете видеть, кто это. Это Hedychium какой-то. То есть странные названия, честно сказать, никогда не слышал. Вот, посмотрите, композиция интересная из бромелиевых тоже. Люди гуляют. Эпипремнум инионы. Кстати, интересные очень, смотрите, какие пышные ампельные эпипремнум инионы. Вот это роскошь тоже. Не помню, на К как-то она называется, это растение. Не помню, как оно точно называется, но на К. Помню, что на К. Пальмы. Хотя это больше похоже на какое-то травянистое растение, что-то травянистое было. Замиокулькас рейвен. Папоротник. Смотрите, какое красивое сочетание. Замиокулькас рейвен. Темный такой, да, и неоновые папоротники.
Здесь-то явно какие-то аглоанемы. Сорта различные, да, посмотрите, какие красивые листья. Очень похоже на Cebu Blue по цвету, либо на Philodendron Silversword тоже. Деревья какао было написано, что здесь тоже растут. По всей видимости, это под деревьями какао. Агрикультура. Там табличка, но мы ее не сможем прочитать. В общем, какие-то деревья, посвященные агрикультуре. По всей видимости, это деревья какао. Да, я так думаю, они здесь растут. Не знаю, насколько собирают здесь урожай, но деревья очень такие, вы знаете, массивные, значительных размеров и потрясающей красоты конструкция. Мне очень нравится. Видите, какая чистейшее небо. Потрясающие огромные алоаказии. Посмотрите, цветет алоаказия. Цветение как у алоаказий, как у большинства ароидных, да, знакомых нам, не имеют особого эстетической красоты, да, больше практичное какое-то значение имеет, что их можно там переопылять, еще что-то, но эстетические такие початки, как у большинства ароидных, да, то есть исключение, пожалуй, это антуриум. Антуриум, который цветет ярко, да, потому что есть очень много разных антурий, в большинстве своем тоже они не очень красиво цветут, просто маленькими початочками. А вот снова мы видим эти красивейшие рейвены. И, кстати, посмотрите, какая красивая керамика. Керамика сочетается с плиткой в этом бассейне. Все было продумано до мелочей. Вот опять неоны, немного свет нам застилает глазки. А вот потрясающей красоты антуриум тоже огромный. Мы еще должны дальше увидеть его с вами. Я, вы знаете, первый раз смотрю это видео, в том плане, что я сделал монтаж, но я его не смотрел внимательно, потому что я хотел ощущать, так сказать, как будто я смотрю на это все первый раз, чтобы эмоции были более живыми. Тоже красота. Посмотрите, прям целые дебри. Целые дебри в таком месте можно гулять. Это, я так понимаю, тоже один из филодендронов. Пальмы. Много различных филодендронов, и я вижу, много алоказий тоже растет. Все возле воды. Высоченная, я представляю, там влажность воздуха в этом помещении. Это, конечно же, тоже мешает развитию, размножению тех же трипсов и клещей. Они довольно-таки не любят высокую влажность воздуха, да, она их мешает. Они больше любят сухой воздух, поэтому я понимаю, что это тоже своеобразная манера сдерживания. Хотя, возможно, вы знаете, здесь включают какую-то кнопочку, да, там выпускают какие-то газы, когда людей нет, например, на ночь, да, травят все, что надо. Знаете, такие системы, как в теплицах стоят. И, скорее всего, я думаю, тоже так, потому что сдерживать всю живность, которая может здесь обитать, просто о наболевшем, да, о живности, которая обитает на растениях. Посмотрите, вот какие потрясающие листья тоже. Удивительная красота. Посмотрите, какая роскошь. Очень и очень красиво. Все разные алоказии, как я понимаю, да, красивые такие растут здесь. Так. Там я вижу и испанский мох растет на стене. Тоже что-то, смотрите, похоже на какие-то зонтики, да, листья у растения. Очень своеобразные, очень интересные. Действительно похожи на зонты такие, чтобы защищаться от солнца. Продолжим движение. Друг мой снял все плавно, я его попросил. Я говорю, как ты когда снимаешь, представляй, что ты сам смотришь, да, как по телевизору. Не беги сильно, чтобы люди могли задержать взгляд на чем-то, да, выцепить и посмотреть подольше. Вот неоны мне очень понравились. Пока, вы знаете, все растения потрясающие, но неоны мне очень поразили таким красивым размером, такими каскадами. Вот еще алоказия, тоже роскошная. Смотрите, какая красота, как выглядит красиво, так неон. И листья, главное, не мельчают особо, все примерно одного размера. Вот аспидистры, Milky Way, да, достаточно дорогое растение, высажены прям целой клумбой здесь. По крайней мере, у нас они достаточно дорогие. Скорее всего, тоже что-то из саговниковых. Сеговники, да, сеговниковых. Красивая большая территория. Так, я думаю, мы сейчас продолжим с вами еще движение в дальнейшие зоны. Я так понимаю, это центральная зона, встречающая, да, туристов, посетителей, любителей растений. Кстати, вот на острове, где я живу, совершенно нет таких мест, именно ботанических таких садов. Есть парочка, но не такого масштаба, они попроще. Обычно я хожу в такие места, как это, когда езжу в садовые центры. Там можно погулять среди растений, понаблюдать, порадоваться их красоте, да. Эпипремнумы. Вот, кстати, светлая куркума, видите, я говорю, что есть розовая, а вот такая бело-фиолетовая. Тоже интересное растение, интересная куркума. Красивая, цветет здесь. И у нее посажен, видите, испанский мох внизу. Так, какие-то диффенбахии. Тоже явно отцветающие.
Красивые растения. Смотрим, смотрим. Драцены. Так. Это, я так понимаю, какой-то балкон. Мы с вами на каком-то небольшом таком возвышении, потому что я вижу, что стволы пальм остались внизу. Посмотрите, какие роскошные, огромные пальмы. Вот это потрясающе красиво. Посмотрите, какие у нее веерные листья. Да, такие воздушные прям. Очень необычно. Продолжаем движение. Здесь я вижу аглоанемки посажены. Моя любовь. Моя нынешняя новая любовь – это аглоанемы. Очень их люблю, очень мне нравится. Хорошо, что у нас их мало продают, крайне редко. Каждая новая аглоанема – это как какой-то подарок судьбы, поэтому я не могу заставить всю квартиру ими, да, иначе, наверное, я бы уже начал скупать их. Вот, кстати, себублю растет, тоже карабкается по камням. Красивый эпипремнум. Филодендрон, этот шикарный, тоже бархатистый. Котлеи. Да? Смотрите, какая красивенькая котлея. Вот прям огромный куст. Как они такими дорастают и не погибают? Такими размерами большими. Потому что в домашних условиях, хотя вот это одна из самых, говорят, простых в плане ухода, не такая сложная. Но все равно вот такие махины. Вы видели, какой огромнейший куст растет? Тоже вот такая драценка. И это, по-моему, спатифилиум. Да, это листья спатифилиума. Наверное, что-то типа спатифилиума сенсации, да, который растет такими огромными. Пальчик. Здравствуй, пальчик. Уходи давай в кадре. Так, что у нас здесь еще есть? Ну, я вижу, много там аглоанем посажено. Различных. Вот эти цветочки необычные, довольно-таки. Не знаю, табличка слишком мелкая, не видно ее, что написано. Красивые такие кущи, да? Вижу очень много аглоанем, очень много алоказии, очень много филодендронов. Как всегда, ароидные выигрышные позиции. Посмотрите, вот алоказия поле. Это вроде бы поле, а может быть нет. Смотрите, какая красивая аглоанема, просто потрясающая. Вот тоже красивая аглоанема. Так, за пальмами ее не очень видно. Такое ощущение, будто мы в каком-то тропическом лесу с вами находимся, да? Пытался прочитать название этого маленького растения, но, увы, не смог. Вот хамидорея, мне, кстати, это очень нравится. Посмотрите, какая она красивая. Как в рыбий хвост, да? Вот такая хамидорея, очень необычная. Очень необычная, очень красивая. Посмотрите, какие листья у нее. Она такая серебристого цвета. Пассифлора это что-то другое, там должно расти тоже. Это явно хамидорея такая. Так. Прямо-таки цветочный рай. Тоже красота. Это, по-моему, один из... Возможно, филодендрон, а может быть и антуриум такой необычный. Большое разнообразие, да, растений. Не сильно много вариегатности, как мы привыкли в магазинах видеть зачастую, да. Асхенантус. Такой чуть-чуть он... Ну, видно, что уже старенький, да, асхенантус такой. Но ничего, висит себе, радуется жизни. Никто его не обрезает, никто его не омолаживает. Живет своей жизнью. Так вот, чем-то я хотел до этого сказать, и вылетела мысль. Ну, сейчас, если назад появится у меня в голове, то я к ней вернусь. Я вижу орхидеи уже впереди, некоторые виднеются. Интересно, насколько много их будет. Орхидеи, посмотрите, какие роскошные тоже кусты, красивые. Да, какая орхидея красивая. Мильтония называется. Данная орхидея. Огромнейший куст. Вот потрясающее растение. Интересно, а кто это? Я ароматная написано. Очень приятно. Так. Не прочитал, друзья. Если кто хочет, вернитесь назад. Но написано было, что ароматная. Видимо, цветение очень приятный запах имеет. Вот тоже это мильтония. Красавец. Посмотрите, какой огромный куст. Какая красивая композиция. Все-таки растения, когда они не сильно плотно стоят, они имеют определенную красоту. Согласитесь, я думаю, со мной. Смотрите, какая огромная монстера. Шикарнейшая просто. Вот где должна расти монстера, да, вот в таком ботаническом саду, ну, либо в лесу. В квартирах, конечно, монстерам не совсем место. Вот мой любимый антуриум, к сожалению, мы возле него не остановились. Очень мне нравится антуриум. Тоже крайне необычное растение, какое-то фантастическое.
А вот он, мой антуриум, спасибо большое. Я рад, что мы к нему вернулись. Обожаю этот антуриум. Тоже его сейчас выращиваю из семян. Конечно, такого размера он дорастет лет, наверное, через 10. Ну, может, поменьше, но все же не быстро растет он. Красота. О чем я говорю, что не так много варигатных растений, в основном растения в своем натуральном виде, да? Не мутации какие-то выведены уже человеком, в основном это все вот как природные, так сказать, растения. Поэтому в основном все выглядит зелененьким, но не менее красиво от этого все выглядит, да? Как роскошно. Вау, какие листья шикарные. Посмотрите, какая роскошь. Как какие-то птицы, либо какие-то рыбы непонятные. Напишите в комментарии, что он напоминает эти листья. Какое-то морское создание по виду. Вот тоже какие красивые листья. Посмотрите. Какие узорчатые. Калатея бея. Типа прекрасная, да, Калатея бея. По-испански бея, может быть, на другом языке было белла. Ну, в общем, красотка, одним словом. Филодендрон тоже красивый. И вот это монстера. Аглоанемами он мне как специально травит душу. Я не могу их раздобыть нигде. Друзья, если, кстати, кто живет в Испании и хочет продать мне аглоанему, пишите мне, я буду рад. Если у меня такой нет, с удовольствием через вас ее куплю. Очень хочется какую-нибудь красивую аглоанему. Смотрите, какая роскошная монстера. Скелетто, это, по-моему, называется монстера. Смотрите, какая роскошь. Просто какие необычные листья, да? Очень красивые. Кактусы пошли. Пародия Варасси. Пародия Варасси. Очень красивая пародия, кстати. Интересная. Бакарнея огромнейшая. Люблю бакарнеи. Вы знаете, в свое время у меня была бакарнея, очень крупная. И как-то я с ней не то что не мог подружиться, у нее вот какой-то сохли кончики листьев постоянно. Я ее отдал моей подруге, которая абсолютно не любит растения, но бакарнея ей понравилась. Вы знаете, уже прошло, наверное, года 3, и она у нее стоит идеальная. Это единственное растение в ее доме. По всей видимости, бакарнея любит быть единственной, да, любимицей в семье. Она стоит у нее на балконе, за шторкой, так сказать, то есть там солнца много, но не печет. Идеально выглядит бакарнея. Красивее бакарнея я не видел, как она у нее сейчас. Смотрите, вот еще кактусы, различные мамилярии я вижу. Красивенькие, необычные. Смотрите, какая мамилярия, да? Спиносиссима. Форбии. Вот тоже необычная форбия. Опунции крупные тоже растут. Такие опунции у нас растут на улицах в большом количестве, особенно понад дорогами. Плодов у них много бывает часто. Вот красивые тоже ребята. Смотрите, какие кактусята пышные, жирненькие. Алоечки разные. Я вижу там несколько опунций разных посажено, несколько алоэ. Алоэ тоже красивые бывают зачастую растения. Тоже несколько у меня есть алоэ. Люблю их. Абсолютно не капризные, абсолютно ничего им не важно. Полил побольше, прекрасно, стали пожирнее, напитались. Полил поменьше, подсохли, подсдулись, да? Забыл полить, подсохли еще, но не умирает никто. Потом опять полил, опять жирненькие стоят. А вот что-то необычное, смотрите. Что-то было необычное. Тут я понимаю, более мы зашли в сторону каких-то садовых растений. Посмотрите, какая роскошь. Это просто потрясающее что-то с чем-то. Похоже чем-то на акалифу. Но я не уверен, что это одна из акалиф. Скорее всего нет, но посмотрите, насколько красивый цвет. Просто вот я каждый раз, когда смотрю на растения, я думаю, боже мой, насколько в природе все сделано так, как человек бы сроду не додумался, да? Например, эта расцветка этих листьев. Вы видели раскраску этих листьев? Вы вот когда-нибудь в своей жизни могли представить такую комбинацию? Я бы не мог представить. Там и белый, и розовый, и зеленый, и красный, и какой-то сиреневый, все, что хочешь. Все, что хочешь в одном листе. И оно стоит себе, просто растет. Такое вот живое существо, да, тоже. Интересно, удивительно. Да, это, я так понимаю, какая-то уличная зона с клумбами, с цветами. Это, я так понимаю, уже ближе к осени растения. Калладиумы. Парковка. Мы выходим, что ли, уже? Нет, не может быть. Вернись назад, Измаил. Вернись. Заклинаю. По всей видимости, он просто нам решил показать с вами, так сказать, участок, именно, возможно, перед ботаническим садом. Плющевина растет. Что-то такое, какое-то необычное. Портулака грандифлора. Портулака грандифлора была. Такие у нас, помню, в детстве росли на даче, да, вот эти плющевина.
капсикум. Очень необычное растение. Смотрите, тоже красивое сочетание листвы. У людей, у кого есть свои дома, там частные, да, это тоже можно такие красивые композиции создавать в ландшафтном дизайне. А вот посмотрите, кротоны и колеусы. Какая роскошь, как красиво они загорели. Растения. Снова колеусы. Посмотрите, какие яркие. Колеусы люблю. Красивые колеусы. Неоднократно видел у нас здесь на Гран-Канария тоже люди высаживают перед домами иногда прям клумбы колеусов. Это смотрится очень красиво, когда они разных цветов. Потрясающе выглядит. Приятная зона такая, да, можно прогуляться, посидеть на лавочках среди растений, отдохнуть, почитать названия, что там где растет, что цветет. Я так понимаю, здесь зона и каких-то медицинских, да, эфорибия. Я так понимаю, здесь зона, наверное, медицинских растений. Да, это клумбочки такие, которые нам показаны здесь с медицинскими растениями. И река, протекающая по городу. Такая река, протекающая. Много цветов. Наверное, по весне здесь вообще буйство нереальное. Если сейчас учесть, что уже осень, да, это такие осенние цветы, то я представляю, что здесь творится по весне. Наверное, вообще просто буйство и взрыв красок. Очень удобная лавочка, прям так и хочется присесть на ней, знаете, немножечко на солнышке погреться. Такой лавочки. Так. Куда мы идем дальше? Мы, я так понимаю, сейчас идем дальше по тропинке. И, возможно, мы вернемся назад. Или мы уже не вернемся. Не знаю, не могу ничего сказать, что нас ожидает дальше. Я сам в предвкушении и в ожидании, что мы еще увидим. Очень необычные цветы. Смотрите, какие забавные, да? Красивые. Розы. Розы даже цветут здесь, смотрите-ка. Тоже различные травки. Так, мне кажется, мы сейчас будем заходить снова вовнутрь. Я вижу по приближающемуся кадру. Да, мы вернулись вовнутрь. Прогуляемся еще по зонам, как я вижу, суккулентов. Такое каланхоя. Посмотрите, какой красавчик. Обожаю листья, которые... Их достаточно мало, таких растений, с медным таким оттенком. Очень необычная. Каланхоя. Каланхоя беаренсис. Очень красивое растение. Очень крупное. И дальше очень много еще кактусов. Смотрите, тоже вот какие необычные. Своеобразные. Агавы. Вот какая роскошная эйфорбия. Посмотрите, какая крупная. Интересно смотреть на растения не только в маленьких, да, горшочках, когда мы их там покупаем зачастую, а именно как бы они выглядели на природе. Потому что я понимаю, что эти растения здесь живут уже не 1 десяток лет. Да, и вот так они выглядят. Тут это мне привлек внимание. Задержимся? Нет, не задержались мы на нем. Хотел рассмотреть поближе этот кактус. Вот тоже суккуленты. Да, достаточно много суккулентов в этом ботаническом саду. Цветение тоже суккулентное. Какие классные, смотрите, какие красивые форби. Здоровские, да, посмотрите, абеса огромная. Вот эти тоже прям шикарные, такие крупные. Очень красивые крупные форби. Я так понимаю, что это из синецио. Какое-то синецио цветущее. Синецио. Итальянский такой синецио. Цветет красиво. Еще растения. Тиффенбахи. Здесь, мне кажется, мы уже с вами проходили. Давайте еще посмотрим немножко. Потому что на такую красоту можно смотреть вечно. Да, посмотрите, какой тоже необычный филодендрон. Вот этот закручивающийся, крупномерный такой. Мой любимый антуриум. Заметьте, он везде активно цветет и активно везде опыляется. То есть, да, другой антуриум отцветает, и никакого нет ни опыления, ничего. А тут, вот на этом антуриуме, где бы я его не видел, даже в садовых, во всех ботанических садах, всегда он опыленный и всегда с плодами.
Удивительный. Особенность твоантуриумов всегда опыляться. Может быть, у него самоопыление хорошо происходит, конечно. Так. Это мы снова на улице. Я так понимаю, мы вышли уже. Ботанический сад не очень большой. Да, так между нами. 65 тысяч растений. Я не знаю, где они их разместили. Но смотрится все очень красиво. Вы знаете, лучше это такой случай, когда лучше меньше, но вот так, что все идеально. Вот честно, мы с вами, мне кажется, не увидели ни одного растения в плохом состоянии. То есть абсолютно все, что растет в определенный этап своей жизни, что-то там отцветало, я видел, да, что-то уже такое больше к увяданию идет, но все в абсолютно идеальном состоянии. То есть, да, лучше держать такую коллекцию, наверное, это опять-таки для домашней относится, чем иметь там миллион, хотя пишут, что 65 тысяч растений примерно у них здесь, чем иметь миллион различных всяких растений, да, и половина будет в каком-нибудь печальном, неухоженном виде, больных, там, покрытых каким-то червецом мучнистым и еще чем-то. Такое иногда я видел в садовых центрах, да, и в целом в ботанических садах тоже бывает. А вон, кстати, виден Капитолий, Белый дом, да, забавно, там Белый дом. Эти красивые клумбы потрясающие. Здорово. Мы снова вернулись к суккулентам. Я не знаю, почему это происходит. Как-то, возможно, смешались кони-люди, да, как в той этой истории. Возможно, смешались отрезки, хотя я их загружал, вот как они мне пришли, так я их всех загрузил. Но мы возвращаемся с улицы, потом возвращаемся опять в суккуленты. Опять на улицу, опять суккуленты. Вот смотрите, какая роскошь. Потрясающая. По-моему, тоже какая-то эйфорбия, наверняка. Если увидим табличку, возможно, мы сейчас опустимся посмотреть табличку. Кто это? Кто же это? Да, это эйфорбия. Огромнейшая, потрясающая эйфорбия. Эйфорбии каких вот каланхойчики тоже. Эйфорбии каких только форм они не бывают. Любых форм, размеров. Кстати, даже забавно. Мне кажется, так даже здорово, что мы вот так туда-сюда, туда-сюда. То есть глаз так не устает смотреть на одно и то же, да? Так, мы хоп на то посмотрели. Чуть подустали, хоп, перешли на другое. Вот астрофитумы какие шикарные. Огромные растут. Да, кактусы у них солидные. Солидные, красивые кактусы, ухоженные тоже. Такие тоже крупные эйфорбии эти опять. Величественные. Ну что, друзья, в целом очень даже приятная прогулка. Мне очень понравилось. Смотрите, какие тоже эйфорбии, покрытые плодами. Очень приятная прогулка, красивое место. Мы с вами посетили сегодня. Большое спасибо моему другу за предоставленный мне материал. Порадовал меня и всех зрителей, которые любят погулять по красивым местам с растениями. Всем хорошего дня, продолжения дня. Берегите себя. Обнимаю вас. И до новых встреч. Увидимся в новых видеообзорах на моем канале. Пока-пока.